Привет, YouTube! Мое видео про моды в Вальхейме всего за 2 дня стало вторым самым просматриваемым видео у меня на канале, чему я несказанно рад и даже приятно удивлен. Так что, если ты не видел, то вот где-то там, вот где-то тут вылезет подсказочка, переходи, смотри его быстрее. Ну а сегодня я расскажу вам, как быстро, просто и легко победить второго босса в Вальхейме древнего. Поехали! Итак, для убийства нашего древнего нам понадобится лук, на самом деле любой, потому что вообще нет никакой разницы, каким луком будете вы его убивать. Вам понадобятся стрелы в количестве, ну смотря, конечно, какие стрелы, но от 100 до 150 стрел, наверное, стоит с собой взять. И, конечно же, нам понадобятся древние семена. Если вы только совсем недавно начали играть в игру и, допустим, обнаружили уже вашего древнего, если вы не знаете, как его обнаружить, то его можно будет найти, прочитав древнюю скрижаль, которая находится в одном из данжей в Черном лесу. Так вот, если вы уже нашли спот вашего древнего, но не знаете, чем его призывать, призывать его нужно древними семенами. Откуда их взять? Древние семена, блин, сколько вас тут собралось, это просто невероятное количество у вас тут собралось. Древние семена добываются из вот таких вот больших грейдворфов дикарей, у которых еще вот такой вот миленький цветочек у них на голове. Они меня тут немножко подзажали, надо с ними быстренько разобраться. И сейчас посмотрим, выпадет ли... Тут их, по-моему, было 3 или около того. Да, из одного выпало. Вот древнее семя из одного из них выпало. Но также древние семена можно со 100% шансом найти, разрушив спаунер пеньков. Great Dwarf Nest. Мы его разрушаем, и из него выпадает тоже древнее семя. Всего для призыва древнего вам понадобится 3 древних семени. Вот, так что я не думаю, что вам составит труда побегать по черному лесу, поубивать этих дикарей, вот, разрушать их спаунеры. Вот, только не разрушайте, наверное, все спаунеры, потому что вдруг вы захотите пофармить что-нибудь, какой-нибудь ресурс, который выпадает из грейдварфов. Вот, поэтому не разрушайте все. Лучше пофармите вот этих больших дикарей с дубинками. Вот, и просто подождите, пока выпадет семя. Конечно же, мой древний решил заспауниться у черта на рогах за 1000 километров от моего острова, поэтому я сейчас снаряжаю свою лодку. Вот, не забудьте, естественно, взять с собой оружие, броню. Скорее всего, на этом этапе, когда вы пойдете к древнему, у вас уже будет полный сет из брони и шкуры тролля. Вот, можете, если вы троллей там убивали, у вас остались запасная кожа, можете ее прокачать. Хотя, по сути... Для данного файта вам броня, собственно, вообще не понадобится. Нам понадобится только оружие. Поэтому берите лук. Я, как я уже сказал, неважно какой. Но чем лучше лук, тем быстрее вы его убьете. Поэтому надеюсь, что у вас древний заспавнился поближе. А я сейчас сажусь на свою лодку и отправляюсь прямо к нему. Наконец-то я прибыл на наше место назначения. Вот здесь в центре, на вот таком вот постаменте, стоит чаша, где нужно как раз сжечь вот эти вот наши древние семена. И сразу вам расскажу небольшой лайфхак. Кто смотрел мое видео для новичков, гайд для новичков, если не смотрели, то посмотрите, он должен быть где-то там тоже, в подсказочках вылезет обязательно. Вот этот вот огонь, он является костром. То есть я в своем гайде рассказывал то, что можно делать с собой просто костер, чтобы получать комфорт и бонус от комфорта. Так вот, вот этот вот огонь на постаменте, вот эта чаша с огнем, она тоже является как будто это костер. То есть если вы посидите какое-то время, у вас появится баф бодрости. Вот, и это на самом деле очень круто, потому что это вам просто поможет сэкономить какую-то выносливость или что-то еще. Что ж, всего 2 способа победить древнего. Это прятаться за вот этими колоннами, ну или вообще за деревьями какими-то издалека и расстреливать его из лука. И для второго способа вам потребуется кирка. У меня она медная, у вас она, скорее всего, на этом этапе игры будет, короче, самая первая кирка, которую вы сделали из рогов Иктюра, после убийства Иктюра. В общем, что нам нужно сделать? Нам нужно выкопать прям аккуратно вот здесь вот такую вот маленькую дырочку. Вот так вот, оп, дошли до границы. И один раз ударить еще вот сюда. И потом вот сюда. И вот должна быть такая вот маленькая
аккуратно сделанная дырка, отверстие, если пожелаете, как угодно. В чем смысл? Смысл в том, чтобы мы смогли сейчас спрятаться. Спрятаться за... Точнее, под вот этой платформой. Потому что, как вы видите, платформа не уходит глубоко-глубоко бесконечно вниз, она заканчивается, и здесь можно вполне себе спрятаться. Давайте, наверное, даже еще один разочек ударим. Так, ну, в целом, по-моему, неплохо. Можно сделать даже еще поглубже. Разочек еще поглубже сделать. Да, этого будет достаточно. Чтобы вылезти отсюда, можете просто построить верстак, сделать какую-нибудь маленькую такую вот платформочку и спокойно забраться наверх. И теперь мы готовы призывать древнего. Давайте еще раз посидим, чтобы получить баф от бодрости. Мы сразу получаем комфорт 1 от открытого огня. И получаем баф от бодрости на 8 минут. Отлично. Теперь поедим. И... можем сжигать наши семена. Вы приносите жертву. Хорошо. Так, где он появится? Ага, отлично, он появится вот здесь. Возьмем огненные стрелы. Но, как я говорил, можно использовать, в принципе, любые. Давайте сначала я вам покажу первый способ. Как мы будем кайтить его за колоннами. Он сразу начинает свои коренья поднимать. Так что опасайтесь их ударов. Вот, и доджите вот эту вот атаку, его самую любимую, самую на самом деле опасную. Просто за колонной. Вот, в ближнем бою я не очень советую с ним вам драться, если только вы совсем не имеете какое-то прокачанное оружие. Потому что он довольно больно бьет ногами. Вот таким вот довольно тоже простым на самом деле способом можно его закайтить между колоннами. Ну а мы сейчас спустимся с вами в наше подземное убежище, если так можно назвать, и посмотрим вообще, что сейчас произойдет. А произойдет то, что древний по сути сломался. Он больше ничего не может нам сделать. Он не понимает, как ага. На самом деле понимает. Немножко, но понимает. Когда будете делать такую же штуку, сделайте ее чуть-чуть поменьше, точнее поуже, иначе он сможет вас бить ногами. Но в целом у него это не должно получаться, и он просто не будет понимать, как попадать внутрь. И вы спокойно сможете его расстреливать. Да, у меня он начинает бить ногами, но это все из-за того, что я сделал слишком большую дырку в земле. Вот, если вы сделаете ее чуть-чуть поменьше, бьет он не очень сильно, ну, по крайней мере, у меня. Но вам, наверное, это будет чувствоваться, конечно, посильнее. Так, где ты там? Дерево. Он начинает поднимать корни, иногда эти корни могут оказаться здесь у вас, внизу. Вот, но они убиваются очень легко. Поэтому никакой опасности тоже не представляют. Ну да, изредка он находит какие-то пиксели, находит радиус для себя, чтобы начать атаковать нас своими ударами ногами. Вот, но они наносят не так много урона, там, по-моему, всего 20-ка залетает. И вот, собственно, древний почти повержен. Да, бьет он, конечно, совсем редко, да еще иногда промахивается. В общем, у него осталось совсем немножко хп. У меня, кстати, кончились горящие стрелы. Вот, поэтому стрел возьмите побольше. Стрел возьмите побольше. Можете взять обычных. Собственно, ничего сложного в этом нету. Вот, просто сделайте немножко уже это отверстие в земле. Вот, эту землянку, если ее так можно назвать. Вот, и у вас все получится, он вас не будет даже ногами бить, он просто будет стоять и не понимать вообще, что с вами делать. А вы просто будете стоять, регенить себе вашу стамину и спокойно его убивать. Что выпадает из древнего? Из древнего выпадает его трофей, который вам нужно будет повесить на вот этот алтарь, в котором вы вначале, когда появляетесь, вот куда вы повесили Иктюру, в общем, туда же нужно повесить и древнего. А также из него выпадает болотный ключ. У меня их уже получается 2.
Вот, если один потеряю, будет второй про запас. Болотный ключ вам нужен, чтобы открывать крипты на болотах. То есть второй босс, древний, он нужен для того, чтобы перейти уже на следующую локацию, то есть на болото, и найти третьего босса, который называется Масс Костей. Надеюсь, тебе понравился этот ролик, так что ставь лайки, подписывайтесь на каналы, пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели еще увидеть ролики в Вальхейме, вот, и ждите нового видео совсем скоро, я постараюсь его выпустить. Судя по вашей активности, людям действительно заходит, ставят лайки, пишут комментарии, мне это очень приятно, особенно как начинающему ютуберу, поэтому спасибо вам большое и всем пока.